Здравствуйте. Мы с вами продолжаем работать в рамках возрастно-психологического блока по предмету психология. И на предыдущем занятии мы с вами разбирались с проблемами психогенетики, с моделью Вильяма Штерна, моделью конвергенции двух факторов, и как раз останавливались на модели эпигенетического ландшафта, которая нам дает некоторую такую образную модель, да, образное представление о том, как происходит развитие и каковы его закономерности. И я бы хотела сейчас действительно остановиться на том, вот какова роль вот этого опыта, который человек получает в сензитивный период своего развития, какова роль этого опыта в, собственно, развитии человека. И вот, может быть, чуть-чуть повторяя то, что было на предыдущем занятии, значит, нам с вами очень важно вот представлять себе эту модель эпигенетического ландшафта, да, то есть речь идет о том, что организм имеет некоторую генетическую программу развития, но то, что в результате получится на основе этой генетической программы, на современном научном языке это называется генотип средовое взаимодействие. И вот очень важно действительно, что наука, в частности, в середине XX века, да, и далее, она показала, что вот этот вот генотип средовое взаимодействие наиболее активно и с наилучшим результатом происходит именно в сензитивный период развития, особенно если он обеспечен соответствующим опытом. То есть очень важно, чтобы был вот этот адекватный, подходящий средовой опыт для того, чтобы у нас развитие происходило по максимально, так сказать, позитивному сценарию, да, по оптимальному сценарию. И тот пример, который мы разобрали, да, пример вот талидомидовой трагедии, это действительно очень такая яркая иллюстрация, связанная с тем, что действительно могут быть такие вредоносные воздействия, которые приостановят развитие в той или иной сфере. И вот главная, так сказать, идея эпигенетического ландшафта Оддингтона, она как раз заключается в том, что человек как бы исчерпывает вот этот свой генетический потенциал, да, генетический план развития, вот эту наследственную одаренность в течение всей жизни. То есть вот этот вот эпигенетический ландшафт, он где-то, так сказать, как бы заканчивается, вот эта наклонная поверхность, испещренная различными канавками, ямками, так сказать, и какими-то более, так сказать, крутыми наклонами, какими-то более пологими наклонами и так далее. И, в общем-то, это действительно уже конец жизни данного организма. И вот эта модель Оддингтона, она очень хорошо объясняет то, о чем мы с вами говорили, по поводу коэффициента наследуемости IQ, вот этого коэффициента интеллекта, уровня интеллектуального развития, поскольку действительно, когда мы исследуем людей, уже находящихся в возрасте взрослом и пожилом, да, то это люди, которые в значительной степени свой потенциал развития уже реализовали. Да? А если мы говорим о детском возрасте, то, в общем-то, это тот период, когда еще очень многое впереди, когда очень важно то, чем будут содержательно наполнены периоды развития данного конкретного ребенка. И здесь, наверное, имеет смысл упомянуть о том, о чем мы еще будем говорить, да, о том, что существует такая область науки, которая изучает процессы депривации развития. Значит, что такое депривированное развитие? Вообще, само слово депривация, оно происходит от английского слова deprive, то есть подавлять. И речь здесь идет о том, что депривированное развитие – это как бы развитие такое объединенное в результате того, что в нужные моменты, а именно вот в эти сензитивные периоды развития, не был обеспечен тот опыт, который был важен для развития в данной сфере. И для того, чтобы проиллюстрировать как-то на примере, да,
эту идею, в частности, идею, связанную с депривацией интеллектуального развития, депривацией познавательного развития, я бы хотела привести некоторые, так сказать, примеры. Вот давайте рассмотрим пример, который касается на самом деле вот очень раннего периода развития и который связан с тем, как вообще вот встают на свои места все те процессы ощущения, процессы восприятия, которые обеспечивают наше познавательное развитие. Давайте попробуем с вами рассмотреть такой пример, когда речь идет о развитии нашего стереоскопического зрения. Да? Он просто очень ярко иллюстрирует вот этот вот процесс сензитивного развития, процесс развития в сензитивный период. Значит, известно, что для того, чтобы у нас с вами возникло объемное зрение, по науке это называется стереопсис, необходимо, чтобы в очень раннем возрасте у человека был опыт рассмотрения, восприятия одного и того же объекта двумя глазами. Объект должен находиться достаточно близко. В результате мы получаем, так сказать, два сетчаточных образа, уже когда вот как бы от сетчатки двух глаз, так сказать, у нас попадают сигналы в первичную зрительную кору, да, головного мозга. И эти два, так сказать, изображения, они немножко отличаются друг от друга. То есть, скажем, мы смотрим на некую вазочку, правым глазом мы ее видим немножко справа, более справа, да, левым глазом немножко более слева. И у нас в результате должно так сказать, при помощи, да, различных вот этих психофизиологических процессов в головном мозгу произойти наложение одного образа на другой, и в результате у нас возникнет некое такое объемное восприятие, да, вот восприятие этого объекта как объемного. И оказывается, что все не так просто, все абсолютно не автоматически. Оказывается, эта способность формируется прижизненно на очень раннем, так сказать, периоде развития. Где-то это первое, самое начало второго года жизни, после рождения ребенка. И важно, чтобы у него не было никаких помех в восприятии двумя глазами. Каким образом, так сказать, было понято, что казалось бы, да, такой само собой разумеющийся, так сказать, факт должен быть, как возможность восприятия двумя глазами. Дело в том, что бывает такая ситуация, когда ребенок рождается с односторонней катарактой. Да? Или когда врожденно у ребенка такая степень косоглазия, да, что у него в результате не обеспечен вот этот опыт попадания сетчаточных проекций на нужные, что называется, места вот этой первичной зрительной коры. Да? Ну вот возьмем, так сказать, наиболее такой вот яркий пример – это односторонняя катаракта. Нередко она бывает довольно серьезной, то есть она почти перекрывает зрение на одном глазу. И оказывалось, что когда было принято у маленьких детей, да, все-таки как бы не делать в очень маленьком возрасте операцию по удалению катаракты, по коррекции вот этого зрения хирургическим методом, оказывалось, что когда пропускали вот этот сензитивный период, когда должно было все сформироваться, то дальше стереопсис просто уже не формировался. То есть сензитивный период, когда это должно встать на свое место. Если опыт не обеспечен, возникает депривированный вариант развития, и уже как бы вот восприятие глубины, да, оно у такого человека, которому, допустим, вот эту врожденную катаракту прооперировали там, в возрасте 2,5-3 лет и так далее, да, то есть когда уже вот эта сензитивность прошла, оказывалось, что у него восприятие глубины будет только за счет вот этих монокулярных, так называемых, признаков глубины, то есть как бы он будет видеть, вот этот предмет перекрывает этот объект, следовательно, тот объект дальше, чем этот объект. Да? Ну, возможно, он еще будет вдали там ориентироваться на какие-то градиенты, так сказать, да, связанные с атмосферными влияниями, что вот там задний план кажется несколько более голубым, чем передний план. Да? То есть у него будет действительно зрительное восприятие объединенное вот того, так сказать,
стереоскопического зрения, которое в норме есть почти у каждого человека, в общем-то, вот у этого человека не будет. И специалисты могут достаточно четко фиксировать вот это вот отсутствие стереопсиса. Это вот очень яркая иллюстрация того, как важно, чтобы сензитивный период был наполнен опытом, специфическим опытом, который, так сказать, важен для развития вот в данной сфере. Это вот как бы тот пример, который касается действительно вот такой, так сказать, вот психофизиологической, да, стороны вот наших психических процессов, да, наших познавательных процессов, вот то, что обеспечивает наше ощущение и наше восприятие. Если мы с вами, допустим, возьмем речевое развитие, да, то, в общем-то, вот здесь тоже есть свои сензитивные периоды развития, которые на самом деле действительно очень значимы, порой оказываются в весьма, так сказать, практических ситуациях, например, когда семья переезжает, например, из одной страны в другую, да, из страны с одним языком в страну с другим языком. Да. Вот возьмем вот этот вот пример речевого развития. Для того, чтобы у ребенка происходило полноценное речевое развитие, очень важно, чтобы он с самого раннего возраста слышал речь на родном языке. И если этого не будет, то в этом случае, в общем-то, у него речевое развитие может быть крайне ограниченным. Давайте несколько пояснительных слов я скажу относительно вообще речевого развития. Для того, чтобы человек заговорил, да, очень важно, чтобы слуховое восприятие настроилось на фонетический, так сказать, на фонематический строй родного языка. То есть там идет сложнейшая работа, так сказать, у маленького ребятенка на первом году жизни, в начале второго года жизни над вот этим фонетическим составом родного языка, который звучит вокруг. Далее, так сказать, очень важно, чтобы артикуляционный аппарат подготовился, и этому служат всевозможные вокализации. Очень здорово, когда окружающие люди играют с ребенком, значит, вокализируют вместе с ним, так сказать, отвечают на его все эти вот у, там, га-га-га, да-да-да и так далее. То есть ребенок здесь тренирует речевой аппарат. И очень важно, чтобы интеллектуальное развитие обеспечивало ребенку возможность соотнесения, что вот это слово, этот звуковой образ относится к данному конкретному предмету, да? Например, к этой конкретной чашке, да? Или к этому мячику, или к этим ботиночкам, или вот к этой ложке, допустим, да, которая лежит на столе и так далее. Да? То есть вот те слова, которые зачастую ребенок вот, понимает, да, узнает в как бы первую очередь, да, помимо того, что он понимает, как выглядят его родители, да, как выглядит мама, папа, там, бабушка, дедушка и так далее, да, вот он начинает понимать, что тот или иной звуковой образ слова, да, соотносится с тем или иным предметом, да, или с тем или иным человеком. И это действительно очень сложный процесс развития. Вот давайте возьмем, так сказать, в качестве примера для того, чтобы мы понимали вот эту сензитивность. Представим себе, что у двух глухонемых родителей, которые между собой общаются на языке жестов, родился ребенок, у которого нет никаких дефектов физиологического плана, и он и слышит, и его речевой аппарат готов к тому, чтобы говорить, да, для того, чтобы, так сказать, вот он мог понимать звуковую речь, звучащую речь, да, и сам говорить. Представим себе, что вот эта семья живет как-то очень замкнуто, где-нибудь там или на окраине, так сказать, села где-нибудь, да, или вообще на хуторе, и у ребенка крайне ограниченный или почти отсутствует опыт восприятия вот этой звуковой речи. Что мы тогда будем иметь? У ребенка, который потенциально способен говорить сам и потенциально способен сам звучащую речь понимать, да, у него не разовьется активная речь. Почему? Потому что не хватает вот этого опыта. Потому что его ранний детский опыт прошел без восприятия звучащей родной речи. И тогда он при всех, так сказать, предпосылках нормального речевого развития будет, так сказать, изъясняться на языке жестов, на том, который он
уже наблюдал у своих родителей, в которые он уже, так сказать, начал вступать с самого раннего детства вот в эту коммуникацию, в это общение, и тогда, в общем-то, мы будем иметь вот такой ограниченный, усеченный, депривированный вариант развития в силу того, что в детском возрасте не было обеспечено, в сензитивный период не было обеспечено вот это вот восприятие звучащей речи, да, восприятие, так сказать, вот этого фонематического строя родного языка, да, приспособление к этому фонематическому строю и так далее. И, в общем-то, вот у этого, так сказать, материала, о котором мы сейчас с вами говорим, довольно много таких практических последствий, связанных, в частности, с вот этим периодом, вернее, он, так сказать, достаточно комплексный, такой многоэтапный, что ли, да, с периодом, значит, сенситивности по речевому развитию. И вот здесь иллюстрация может служить следующее. Да? Представим себе, что некая семья или семьи переезжают из одной страны в другую страну, при этом дети находятся в разных возрастах. Если мы рассматриваем вот в этой переехавшей семье ребенка-подростка, у которого в целом, в основном, все сензитивные периоды речевого развития уже пройдены, практически, так сказать, почти все они пройдены, то есть он, так сказать, понимает звучащую речь, он сам говорит, он, так сказать, уже там даже в школе поучился там и писать, и читать может, то, как правило, этот подросток, он остается в значительной степени в рамках диаспоры, в рамках вот этой своей культуры, так сказать, людей, вот этих эмигрировавших, да, людей, эмигрировавших в страну с другим языком. И, в общем-то, как правило, очень активных контактов, очень активной коммуникации с вот этой новой средой, с новой языковой средой, с человеческой средой, очень активных контактов не возникает. Понятное дело, что они все равно будут. Понятное дело, что все равно все, так сказать, учат язык и совершенствуются в языке, если семья долгое время живет вот в этой иммиграции, приспосабливается к новой культуре, но тем не менее вот эти вот основные моменты, так сказать, языкового развития, они приводят к тому, что родным языком для человека остается вот тот самый родной язык, который он освоил в стране, из которой он прибыл. Если же в этой семье есть дети более младшего возраста, кому-то, допустим, 5 лет, кому-то 3 года, кому-то там вообще год, да? Чем раньше, так сказать, в более раннем возрасте ребенок попадает в другую языковую среду, тем в большей степени он начинает уже воспринимать вот эту языковую среду как родную и становится либо билингвом, так называемым, да, или там трилингвом, то есть, скажем, в семье говорят на, скажем, русском языке, да, окружение говорит там на французском, испанском, там, английском, на каком угодно, и ребенок может стать билингвом, при этом у него сфера общения, она в основном, так сказать, связана с большинством людей, да, в той стране, которые говорят на другом языке. И на самом деле у этого есть довольно много последствий, таких вот достаточно сложных для, так сказать, развития семьи, семейной жизни, семейной коммуникации. Почему? Потому что вот эти дети, прибывшие в другую страну в более раннем возрасте, они как бы уходят вот в эту другую культуру, вот в этот другой язык, вот в это языковое пространство другое, и формируется другое языковое сознание, и в значительной степени там возникает вот эта вот трещина, да, межпоколенное какое-то такое препятствие, когда они начинают как бы вот культурно отдаляться от своей семьи родительской, да, и, в общем-то, это может порождать определенные напряженности, конфликты, недопонимания и так далее, и так далее. Вот если мы с вами возьмем какие-то примеры, да, семей, скажем, каких-то волн иммиграции из России, то мы с вами, например, можем обнаружить, что некоторые потомки, да, скажем, иммиграции первой волны или последующих волн, они просто не говорят на русском языке. Если этому не уделялось специальное, так сказать, вот, пристальное внимание, и они просто являются представителями другой культуры.
При этом они могут помнить, что у них русские корни, что у них, так сказать, есть связи с Россией, что они для них значимы, но тем не менее вот это моменты, которые имеют довольно серьезное значение для семейной коммуникации, для, так сказать, ощущения вот этого единства семьи. И, в общем-то, вот это как раз следствие работы вот этого самого сензитивного механизма развития, да, сензитивного периода развития, который в случае речевого развития вот этих людей, там на самом деле прибавлялись и другие аспекты развития, да, вот в случае развития этих людей, в общем-то, они были наполнены другим содержанием, в частности, освоением другого языкового опыта, да, другого языка, другой культуры. И, в общем-то, вот это начинает себя проявлять вот именно таким образом. Да. И проявление сензитивного, так сказать, периода развития, оно достаточно комплексное, оно очень многогранное. И человеку, который занимается проблемами воспитания, да, проблемами там, психологии развития, педагогики развития, да, вот всевозможными разными аспектами воспитания, очень важно понимать, какие сензитивные периоды имеют место, да, когда они возникают, да, так сказать, каков вот этот период и чем в идеале он должен быть наполнен. То есть в идеале вот педагог, воспитатель, в идеале, опять же, родитель, да, должен иметь какое-то представление вот об этом сложнейшем процессе генотип-средового взаимодействия, который дает ту или иную индивидуальность человека, да, и который приведет вот человека к той или иной, так сказать, линии его развития в течение жизни и, так сказать, культурно-социального какого-то развития, да, вот это в большой степени зависит от того, как, чем были наполнены сензитивные периоды этого развития в течение его взросления, в течение его жизни. Ну вот эту небольшую тему, связанную с психогенетикой, наверное, мы на этом можем завершить, хотя мы с вами обязательно вернемся к проблеме сензитивных периодов развития, когда у нас речь пойдет о социально-эмоциональном развитии, когда речь пойдет в ближайшие уроки о теории привязанности, потому что здесь мы с вами как раз сможем рассмотреть не только значимость сензитивных периодов для интеллектуального развития, для познавательного развития, но и огромную значимость сензитивных периодов развития и их наполнения вот для социально-эмоционального развития. Сегодняшнее наше занятие заканчивается. Благодарю за внимание. А теперь вопрос.